Всем привет! Вы на канале «Вкусно на кухне» с Ильей и Леной. А сегодня мы готовим хлеб на закваске, который вы давным-давно уже просите нас приготовить. Закваску мы с вами уже готовили, мы прикрепим где-то тут ссылочку на закваску, а сегодня мы готовим хлеб. А какой мы сегодня готовим хлеб? Мы сегодня готовим ржаной хлебушек с оливками. Это будет очень вкусно. Хлеб можно приготовить разнообразный. Можно с отрубями, можно с орехами, можно взять муку... Любую. Любую. По вашему желанию мы сегодня выбрали оливки и будем делать хлеб на закваске с оливками. Итак, друзья, для приготовления хлебушка нам нужны ингредиенты, такие как наша закваска, которую мы сами с Леной вырастили. Нам нужна серая мука, она же цельнозерновая. Нам нужна белая мука высшего сорта. И нам нужна ржаная мука, она же черная, так называемая. Кроме этого нам понадобится соль, оливки и немножко растительного масла. Для изготовления теста мы берем нашу дежу от миксера. Через сито мы просеиваем 100 грамм ржаной муки, 300 грамм белой муки высшего сорта и 100 грамм цельнозерновой муки, она же серая. Просеиваем через сито, тем самым даем муке насытиться кислородом. Добавляем 450 мл холодной воды. Перемешаем наше тесто и добавим нашу закваску, которую мы с Леной вырастили сами. Несем это все к миксеру. Тесто образовалось, перемешалось. Добавляем нашу закваску 100 грамм. Это ржаная закваска, которая имеет 100% влажность. Это означает, что в ней 50 грамм муки и 50 грамм воды. Перемешиваем тесто 5 минут. За это время мы нарезаем оливки. Мелко резать не надо. Пусть они будут крупные, так будет красивее. Добавляем в тесто 10 грамм соли. Все это тщательно перемешиваем. Выливаем 2 столовые ложки растительного масла. И в самом конце высыпаем наши оливки. Вот оливки долго замешивать не надо, иначе они превратятся в кашу. А мы хотим в хлебе их видеть цельными кусочками. Поэтому достаточно 1-2 минуты. Наше тесто готово. Перекладываем в форму. Слегка обминаем. Отбиваем. Не бойтесь, тесто любит, когда его отбивают. Разравниваем по поверхности и даем тесту полежать 30 минут. Через каждые 30 минут в течение 2 часов мы будем обминать наше тесто, которое будет храниться при комнатной температуре. Прошло 2 часа. В форму для хлеба мы укладываем плотную ткань, слегка присыпаем ее мукой. Переминаем еще раз наше тесто. Оно стало мягкое, податливое, эластичное. Придаем форму шарика или мячика, кому как нравится. Укладываем в нашу форму. Сверху тоже присыпаем мукой. Накроем все это пластиком и отправим в холодильник до полного созревания на 12 часов. Прошло 12 часов. Достаем наше тесто из холодильника. Разогреваем нашу духовку до температуры 480 градусов или 250 градусов по Цельсию, в которой находился наш казанок. Снимаем с казанка крышку. Через пергаментную бумагу выкладываем тесто на крышку. Снимаем ткань. Ножницами надрезаем в некоторых местах
хлеб, чтобы он не взорвался во время запекания. Аккуратненько накрываем казанком сверху, потому что он очень горячий. Он примерно час хранился в духовке. Еще раз повторю, очень аккуратно перекладываем это все в духовку, потому что все очень-очень горячее. Закрываем духовку. Выставляем наш таймер на 25 минут и ждем. Через 25 минут мы меняем температуру на 430 градусов по Фаренгейту или 220 градусов по Цельсию. Опять-таки очень аккуратно приподнимаем наш казанок и оставляем наш хлебушек допекаться дальше при более низкой температуре. Берем наш таймер и опять выставляем на 25 минут. 25 минут, наш хлебушек готов. Посмотрите, какая красота получилась. Очень аккуратно достаем. Повторяюсь, это все очень горячее. Но посмотрите, это же прелесть. Ну вот, друзья, наступил тот самый момент, когда все его ожидают. Это наш хлебушек готов. И готов, чтобы мы его разрезали и посмотрели, насколько он вкусен. Но прежде чем мы это сделаем, хочу вас попросить подписаться на наш канал, поставить лайк, оставьте свои комментарии. Если у вас есть вопросы, спрашивайте. По мере возможности мы постараемся на них все ответить. Ну что, приступим? Какая корочка хрустящая. Готовы? Раз, два, три. Вау. Посмотрите, какая красота получилась. Какой стоит запах. Обалденно, как аппетитно он выглядит. А посмотрите, какая у него текстура. Его сжимаешь, а он упругий и поднимается. Как бы сильно вы его не сжимали, он все равно поднимается. Великолепный хлебушек. И хруст такой от корочки. А корочка это вообще. Ребята, я желаю вам смелости на кухне. Делайте все то же самое. Делайте самостоятельно, придумывайте свои рецепты. У вас все получится. Главное не стесняться и делать. Все, до новых встреч.